Привет, это третья торговая сессия за сегодня. Начали сегодня мы со 148 долларов, сейчас на балансе 154. Риск на день, повторюсь, 6 долларов, то есть я сегодня не должен был превысить 142 доллара. Но пока идет все довольно-таки хорошо, и мы к стопу на день не приближаемся. Поэтому сейчас буду рассматривать интересные графики и искать точки входа в интересных сделках. В принципе, вот здесь неплохая точка входа. Давайте откроем и объясняю, что я здесь увидел. Так, мы видим, что был сильный рост. И после этого очень резкий откат. В принципе, сам откат это уже дает такое более шортовое настроение в том плане, что большие красные свечи начали вкатывать вот этот рост. На часовике мы видим, в принципе, нисходящее движение. Это также нам дает плюсик в то, что здесь больше шортистов будет, так как люди любят заходить по тренду в большинстве случаев. И, что немаловажно, мы стояли на месте почти час, и весь этот час, весь рынок почти практически падал. Падал, вот видите вы сейчас монеты все, оно падает, плюс биток также валится. И на фоне этого, в принципе, мне кажется, также часть трейдеров могла заходить и пытаться ловить какую-то корреляцию с тем, что весь рынок падает, тут начали падать и будут видят, что другие монеты после падения там продолжают свое движение вниз, а вот эта монета, ну, только делает, скажем так, вид, что начинает падать, но на самом деле мы стояли на месте. И у меня складывалось бы впечатление, что мы в любую секунду можем провалиться еще ниже. Поэтому я уверен, что здесь заходило очень много шортистов, и, скорее всего, они ставили свой стоп-лосс за вот какое-то там 26,5 круглое число, плюс здесь максимум. Так что, в принципе, вот за вот это место спокойно ставили свои стоп-лоссы. На этом мы и попытаемся заработать. Поставим take profit в то место, где у них стоят стопы, и когда их начнут брить, мы на этом заработаем. Я надеюсь. Интересная вот здесь ситуация. Мы видим, что очень сильно упала цена. Интересная вот здесь ситуация. Мы видим, очень резко упала цена. На часовике прям возле нас нет никаких сильных уровней. И цена после вот этого сильного падения начинает плавно дальше идти вверх. Тут вообще не возникает никакое чувство, что мы можем пойти наверх. И в принципе, мне кажется, те, кто эту монету будут торговать, они будут заходить на движение вниз. Скажем так, искать точки входа на шорт. Плюс мы видим вот эти все вкаты, они идут не довольно, скажем так, не импульсно, а плюс-минус плавно, тем самым дая возможность открыть сделку и зайти в хорошем месте, скажем так. Поэтому давайте мы здесь и откроемся. Так, заберет меня полностью или нет? Да, меня открыло полностью. Мне показалось, вот в этом накоплении многие трейдеры заходили в шорт, и поэтому я открываюсь в лонг, делаю ставку на то, что их начнут брить, и на этом у меня получится заработать. Эта сделка у меня, к сожалению, закрылась по стоп-лоссу. Интересно, почему? Был ли здесь анализ неверный, либо же точка входа плохая. Посмотрим. Посмотрю за этой монеткой чуть позже и узнаю, куда пойдет дальнейшее движение. Либо же просто дело в точке входа на дальнейшее движение пойдет вверх и анализ был верен, либо же просто я ошибся и это, возможно, это просто технический стоп-лосс, скажем так. Тут нас закрыло довольно-таки быстрым импульсным движением. Все отыграло по сценарию. Отличная сделка.
Сделку я открыл. Я зашел на двойной объем, поэтому мы стоп-лосс ставим чуть поближе. В таких сделках, как я говорил ранее, есть повышенный шанс, что может закрыть сквизом быстрым, но мы и не будем брать большое движение, мы возьмем просто небольшой импульс вверх на перехай. Вот здесь примерно 36. Давайте до 50 закрою. Вот 48. В принципе, довольно-таки в неплохом месте. Так что здесь мы постараемся взять просто небольшой импульс вверх. Чисто с логикой на то, что вот здесь заходит большое количество шортистов, либо же тех, ну, новых трейдеров, либо же тех, кто вот здесь заходили в шорт и их отстопили. Также и дают возможность перезайти в лучшем месте. Посмотрим, как закроется данная сделка. Так, здесь мы видим, что импульс все же был, но пока нас не закрыл. Пока нас не закрыл по тейк-профиту. Закрыться руками, либо же подождать, что может выше быть. Да, все. Это третья сделка у нас закрывается в Take Profit. Отыграла идеально по анализу. Вот, в принципе, мне вот этого и хватит. Все. Захожу я со своим стандартным стоп-лоссом в 1%. На больший объем тут заходить довольно-таки страшно, поэтому постараемся здесь взять небольшое лонговое движение. Сейчас чуть подробнее расскажу об этой монетке. Выставлю только Take Profit. Давайте примерно выставлю вот за вот этот какой-то максимум. Это так, просто если будет импульсное движение вверх. Так, что мне здесь понравилось? Мы видим, что график в принципе в нисходящем тренде. Это уже плюсик того, что большинство трейдеров шортят. Также мы видим, что был откат и его вкатали. В принципе, полностью вкатали. Мы подошли снова к этой зоне поддержки. Так как силы у покупателей нету, цена вкатывается вниз, мне кажется, что большинство трейдеров все же будут заходить на продолжение движения, а не пытаться ловить здесь разворот. И на фоне этого я пытаюсь открыть лонговую сделку и взять какое-то небольшое движение вверх. Посмотрим, получится ли. Кстати, тут круглое число, за которое в теории могут прятать. Да, все, меня закрыло. Убыточная сделка, к сожалению. Хотя по моей стратегии и анализу она была идеальная практически. Так что такое тоже бывает. Ищем дальше. Так, интересная сделка. Здесь я открою позицию в шорт. Мне здесь сейчас скажу, что здесь понравилось. Так, смотрите, мы видим, что цена идет в принципе вверх в последнее время. И видим одну и ту же ситуацию постоянно. Импульсное движение вверх, постояли, пробили вверх. И вот здесь еще максимально похожая ситуация, как и сейчас. Мы просто постояли на одном месте, не было никаких откатов, не было, просто цена двигалась вправо. После этого мы пробили вверх. Тут же происходит аналогичная ситуация. Мы, кстати, давайте сейчас, кстати, подготовлю лучше сразу Take Profit, чтобы не упустить возможность, если будет импульс закрыться. Так, и поставим Take Profit за 14.19 примерно. Вот тут. Смотрите, тут была аналогичная ситуация. Мы видели, что цена импульсное движение вверх, немножечко мы постояли, и, что немаловажно, мы постоянно поджимались вверх. Мы постоянно давали иллюзию того, что мы сейчас можем в любую секунду пробить и полететь дальше вверх.
Также вот был какой-то небольшой импульс вниз, после которого мы буквально за 2 свечи вкатали. И если бы было реальное движение вверх, то оно бы было как перед этим импульсное, не дая возможности зайти в лонг трейдерам. А так как мы здесь видели буквально такие зеленые свечи, они воспринимаются мне как приглашение. Если хочешь, заходи и пытайся словить лонговое движение вверх. То есть дая возможность ловить импульс. Если дают возможность ловить такой импульс, это, как по мне, фигня полная. И такое, такое меня не интересует в том плане, что в лонг здесь заходить никак нельзя, так как дают такую возможность. А вот попытаться словить и заработать на стопах вот этих лонгистов довольно-таки интересно. Поэтому я и открыл позицию вообще в очень, как я считаю, хорошем месте. Меня здесь закрывает только в одном случае, если продолжится дальнейшее импульсное движение вверх. Если мы стоим здесь, если мы идем быстро вниз, то это все играет нам на руку, так как вероятность здесь намного больше, что мы пойдем вниз, по моему анализу. Ждем результата. Вот тут мы закрыли много трейдеров, которые шортили. А те, кто заходил все вот это движение в лонг, остались. Поэтому мы берем и заходим тут в позицию. Возможно, не самое лучшее место конкретно здесь для входа. Но я здесь увидел, что было довольно-таки длительное накопление. И часть тех, кто заходили, скажем так, за максимумы, ставили свои стоп-лоссы, мы побрили. Именно шортистов. А тех, кто вот здесь все это время заходил в лонг позиции, никакого, скажем так, обновления минимума здесь не происходило. Поэтому мне кажется, что в принципе можно подождать здесь дальнейшее движение вниз. Вот тут у меня была открытая сделка, я, к сожалению, здесь сыграл второй сценарий, где у меня стоп-лосс сработал. Ладно. И тут у нас идет к стоп-лоссу. Неприятная ситуация. Так, я решил рискнуть и зайти на объем побольше. Я мог зайти на уменьшенный объем, но выбрал то, что я зайду на свой стандартный объем на такой довольно сильно волатильной монете. Мы видим здесь сильный импульс вверх, был откат и цена немножко притормозила. Тем самым, как мне кажется, у меня сложилось впечатление, что можем сейчас дальше пойти наверх, либо же это установка, ну, установка перед возможным откатом, как минимум. Да, если даже не дальнейшем движении вверх, то здесь вполне возможен откат. И на этом фоне, мне кажется, большинство трейдеров в этом моменте могут попытаться зайти в лонг. А я, на... а я открыл шортовую позицию, чтобы собрать их стоп-лосса, если дадут такую возможность. Наверное, здесь закроюсь руками. Все потому, что страшновато может случиться и резкий, наоборот, выкуп. Поэтому закрылся я здесь руками. Эта сделка хоть и в профит, но на нарушении. Вот такого мы не одобряем. Открыл я позицию. Мне кажется, что здесь довольно-таки хорошая возможность на вход в шорт для большинства трейдеров. Также есть возможность всегда зайти с небольшим стопом в шорт. Это также играет немаловажную роль. И в принципе я жду здесь просто небольшого такого импульса, примерно вот в этот диапазон. Так что будем смотреть, как закроется вот эта сделка.
все-таки в этой сделке мы получили убыток, к сожалению. Не дошло немножко к моему тейк-профиту и пошло сильное движение вниз. А зайду-ка я здесь на перспективу. Возможно, это ошибка, но я зашел в позицию заранее. Это по-любому ошибка, так как я по своему уже внутреннему чувствую, что я начал заходить уже в такой азарт. И начинаю я делать вещи, которые не делал бы, если бы только сейчас сел за терминал. Поэтому, наверное, это все же ошибка. Подходит к моему стоп-лоссу и, скорее всего, меня закроет сейчас. Да, это уже явно была ошибка. Нужно понемногу завершать торговлю. Так, здесь я решил зайти в лонг и взять 1% движения. Кстати, этот еще таки довольно большое движение на графике. 3,906. Вот так. Заходил я здесь с той логикой, что мы сейчас начали, скажем так, как небольшую остановочку. Формируется какой-то уровень поддержки, уровень сопротивления. И как мне показалось, что сейчас мы были возле уровня сопротивления. В принципе, еще и последнее время мы здесь немножко так падали. И у меня складывалось впечатление, что вот здесь, примерно в моменте, где мы находимся, многие заходят в шорт. Поэтому я попытался взять и лонгу, скажем так, и открыть сделку в лонг, чтобы поймать небольшой импульс вверх. 77,6. То есть примерно вот здесь. Тут-то плечо, кажется, изменилось. Так. У меня позиция открыта на... Да. Я еще немножко добавил с этим. Ну, это уже без нарушений, так как я сейчас просто подвину. Подвину свой стоп-лосс. Но мне кажется, я зашел на намного больше объем, чем хотел. Поэтому нет, это точно после этой сделки. Все, я заканчиваю торговлю. Вы видите, что начинает происходить, и я начинаю уже, сам не видел, закрылся на, точнее открылся на другой объем, который хотел. И нет, нужно точно здесь останавливаться. Закрывается эта сделочка, и все, ухожу при любом раскладе. Кстати, скорее всего, это прям и решающая сделка, от которой зависит, как я закрою данную торговую сессию. Скорее всего, вы уже по превьюшке какой-то видели, прибыльная она у меня или нет. Поэтому у вас есть небольшой спойлер, а я сейчас не знаю этого факта. Вот так вот, интересно. Ну, все, закрыла меня по тейк-профиту. Это была довольно-таки морально тяжелая торговая сессия. Фух, так, начинал я со 154, сейчас на балансе 155,5, плюс $1,5. Хотя большинство, как мне показалось, сделок было в убыток. Несколько раз я нарушил и, скажем так, мне повезло, и на вот этих нарушениях они закрывались в профит. Поэтому, наверное, они и вытащили данную торговую сессию в профит. Морально я, конечно, подустал. Это и третья торговая сессия за день. И, в принципе, рекордное количество сделок сейчас у меня произошло за одну торговую сессию. Поэтому
Ну, именно за данный месяц. Не в принципе за весь трейдинг, а за этот месяц. Поэтому на этом все. Спасибо, кто посмотрел. Что до завтра.